Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте узнаем знаки судьбы и события в первую декаду октября месяца. С чем это будет связано? Самое главное, что прояснится? Давайте с вами узнаем. Но 3 знака судьбы, 3 карты мы с вами достанем на колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Ну, закрыты, как открыть тогда, да? Какие ключи? Вот давайте с вами узнаем. Может быть, это как сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Или ключевые события. На чем сделают акцент для вашего знака зодиака карты, как именно что-то судьбоносное. 3 знака. И продолжим. Если мы сказали, что прояснится, давайте спросим. По поводу финансов может что-то проясниться, новое дело, новая тема. Может быть и новые отношения, но это маловероятно. В принципе, я такое допускаю. Но это, знаете, как сама по себе возможность. Как и заработать деньги, как и новая учеба, курсы, да, может быть, это был выбор, чем заниматься, как вторичный доход, может быть, и первичный, но вот что-то подобное. Или если вы ждете какой-то документ. Документ тоже тут как минимум либо прояснится, либо вы его уже получите. Ну, давайте я сама все-таки достану, что прояснится. Ну, может быть, для кого-то это будет уже подсказочкой, да? Что прояснится для водолеев с 1 по 10 октября. Что прояснится? Что уйдет? Какие энергии? А что придет взамен? Может быть, это вопрос, который вы уже точно под знаменатель подведете, завершите, и можно забыть. Уже решено. Сфера личной жизни, любви, взаимоотношений в целом, контакты. Вторая карта – сфера финансов. И дела, документы, работа, бизнес, соглашения, какие-то контракты, у кого-то учеба. Первый знак судьбы. Вот такой знак, 7 жезлов. Обратите внимание, человек нам показан в хорошей физической форме. Это вот где-то у вас будет достаточно сил, но если мы про силы, обратите внимание, мы вот так, глядя на карту, даже понять не можем, что делает этот человек. Понятно, глыбу какую-то ворочает, но по сути-то это дверь, мои дорогие. Дверь в грот, и непонятно, не то закрывает, не то открывает. Вот, видимо, вы будете определять по части своего окружения, близких контактов, а я должна сказать, планетарно, нам звезды советуют строить правильные социальные связи. И вот на что-то есть смысл откликаться, а что-то, может быть, и требует того, чтобы вы, ну, такой маневр взяли, как отступление, полшага назад и дали себе время как минимум подумать, нужно мне это или нет. Вот такой знак судьбы. Ты можешь, ну, где-то и быть во власти таких эмоций, вам что-то может быть интересно, ну, или зацепило, да, вот эмоционально тоже такое может быть. По жезлам всегда огонь, это у нас всегда более такие быстрые решения. Но тут вот явно есть то, с чем не нужно торопиться. Или, может быть, пронаблюдать нужно, проследить, кто знает, правда, найти дополнительную информацию. Смотря чего касается дела, предположим, какое-то предложение поступило, да? А спросить себя, а зачем это нужно человеку? Почему именно мне он предлагает это? Или когда кто-то тоже вас к чему-то призывает, уговаривает. Может быть, даже банальный какой-то вопрос в чем-то проучаствовать или куда-то отправиться. Но тут тоже как будто нужно правильно, самое главное, распределить ваше время. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы, смотрите, как здорово. Исполнение желаний, рождение чего-то нового. Это правда. Туз Пентакли явно у вас перевернулся не просто так. И вы знаете, тут может быть как перевод отношений на новый уровень. Все-таки у нас туз кубков. Если два туза соединим. У кого-то радость по части каких-то важных решений, может быть, по работе. Кстати, жезл – это тоже у нас дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Даже если через контакты. Ну, тогда вот эти правильные социальные связи стройте,
Для вас это будет важно на последующий период с заходом на 2026 год. Поэтому тут сам-то по себе период октября и ноября мы отстраиваем свое благополучие. Вот у вас добрая энергия, но не поддаться импульсу. Все-таки по семерке жезлов иногда мы можем поддаться этому импульсу. Или нас словно кто-то подначивает. Такое тоже может быть. Поэтому зрите в корень проблемы или каких-то предложений, разузнавайте, задавайте вопросы, проясняйте, и тогда вы останетесь довольны. Не отложите что-то на потом, типа, а потом там оно разберется. Или а потом там будет видно. Нет, тут надо, чтобы было видно с самого начала, мои дорогие. Но вообще, конечно, у кого-то в личной жизни кардинальные перемены. Вполне вероятно. Может быть и предложение. Но есть исполнение желаний, пусть это маленькое что-то, но это будет то, что вас вдохновляет. Вот такой знак судьбы. Третий знак судьбы, да точно. Посмотрите, вот может быть поэтому карты нас с первой карты семерка жезлов уже немножко так притормаживают. Говорят, нет, подожди, Водолей, давай-ка ты просчитай, просмотри. Перед тем, как ринуться так и стартануть с места в карьер, ты сначала проанализируй. А проанализировать это по вашей части, мои дорогие. Карта победителя. Потому что тут вопрос не только в исполнении желания или в какой-то победе. Да, вы можете, победа, да, вы можете держать в каком-то споре даже эту победу, но наступает завтра или наступает последующий период. И мало нам говорят этой победы достичь, а придется это удерживать. Или какой-то набранный темп вам придется сохранять. И как и самоконтроль, так и в принципе ну, следить, что происходит вокруг. Потому что, опять же, как будто ваша победа требует к себе вашей, опять же, заботы, внимания, какого-то участия. Это не есть, как вот знаете, фурор какой-то или триумф. Да, ну, может быть, мы уже как бы получаем какой-то результат. Но все равно этот результат, его нужно закрепить и продолжить, понимаете? Но, в принципе, вы победители, правда, ведь эта карта, по сути дела, победы, успеха. Что прояснится? Шикарно. 2 шестерки. Любая 6 – это победа. Вот, кстати, отправиться от прежнего берега. Обратите внимание, ничего не растет. Выжженная пустыня. И хмурое такое лицо у человека. Не очень он, хотя, казалось бы, что там сохранять, да? Там ничего уже точно не растет. И уже, может быть, давно пора отправиться от этого берега к новым, более интересным берегам. А привычка? Поэтому не очень-то он радостный, очень сосредоточенный, толкает лодку. Уже он как бы принял такое решение. Вот вы какое-то решение будете принимать. И у вас это может быть по части переезда, смена места жительства. Не обязательно в эти 10 дней. Иногда по шестерке мечей это то, что мы планируем, просчитываем, ищем информацию. И иногда мечи, вот именно шестерка мечей, мы еще и изучаем. Работа, например, на дому, работа из любой точки мира. По этой карте освоение новых технологий, потому что мечи, пространство, эфир, интернет, цифровые технологии. Мы можем буквально с нуля что-то начать учить. А нас будет ожидать потом при должном внимании, победа будет, а потом еще придется, словно как в спорте, добавить в конце, вот если мы готовы на какую-то длительную дистанцию идти, если у нас хватает мужества, вот этот первый шаг, как вот человек делает, если нам хватает мужества этот первый шаг совершить, то заслуженного успеха вообще-то эта карта. Тогда и какой-то потом в последующем будет успех. 2 победы, тем не менее, мои дорогие. Так вот, прояснится, либо это переезд, либо это по части работы или дополнительных заработков. Вот что-то такое у вас может быть. Или, может быть, какое-то предложение. Такое я тоже допускаю. Предложение, которое, ну, к примеру, по части удаленной работы, или, может быть, это прояснение отношений с человеком, который с вами на расстоянии. Такое я тоже не исключаю. Ладно, давайте узнаем, что уйдет. Мир. Ну, видимо, есть какие-то вопросы, которые вам захочется, мои дорогие, проговорить. Проговорить, скорее поступить по-своему, нежели с кем-то согласиться.
Может быть, вам и поступает какое-то предложение, но по какой-то причине лично для вас оно может так вот, ну, не подходить или не подходить в каких-то деталях. Как будто для того, чтобы подвести какой-то итог. Ведь 21-й старший аркан может о чем говорить, если мы спросили, что уйдет. По сути дела, вы можете решить раз и навсегда какую-то тему, вопрос, и словно миролюбиво закончиться миром. На этом можете поставить точку и переключиться совершенно в другую плоскость. Но тут все зависит, насколько вы к этому готовы, насколько вы видите в этом целесообразность. Поэтому тут двояко. Либо буквально мир уйдет, и можно и поссориться, правда. Вот, ну, поэтому будьте внимательны. Ну, как-то диалоги нужно выстраивать именно, ну, в нейтральном, что ли, ключе. Быть готовым к компромиссу, по крайней мере, карта советует. Но ведь и правда может закончиться миром. Ну вот многие, правда, из нас ожидают мира. Ну вот как будто 50 на 50. Ну, есть такой вариант. Но, может быть, мы с вами, так глядя, да, на то, что происходит, в большинстве, понятно, своем, из тех, кто смотрит этот прогноз, мы не участвуем в принятии вот этих важных решений. Другой уровень. Но, может быть, и там, но даже на высоком уровне, не все определено. Зависит от разных людей, от разных условий. Ожидаем, конечно, мира, что восстановится мир раз и навсегда, и какой-то вопрос противостояния закончится. Но тут, повторюсь, 50 на 50. Но если мы касаемся либо вашей профессии, либо вашей жизни, пусть может быть и личной, или куда-то далеко переезда, вот что уйдет, вы можете где-то корректировать место вашего переезда. Вот это может быть тоже. Думали, в одно место поеду, отправлюсь. Тут переиграете, нет, поеду в другое. Или думали ехать в одни сроки, а поедете как-то в другие. Вот здесь варианты возможны. А что придет взамен? Вы можете вообще никуда не поехать. Вот правда, сами. Может быть, вы не видите целесообразности. Хотя я так не буду утверждать, потому что ведь, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан – это не про смерть. Это об окончании. Все же это аллегория, это лишь карты. Вот какой-то период жизни нужно принять, что он уже закончился. И если мы будем действовать прежними методами, у нас ничего не получится. Вот, кстати, аркан мир. Тут что-то важное у вас стоит на кону, мои дорогие водолеи. И если мы будем с прежним подходом, или пусть прежние методы, как вы обычно договариваетесь, ведете переговоры, тут и переговоры могут зайти в тупик. От вас требуется дипломатия в квадрате, потому что вот мир, он как будто так вот, или получить этот результат, причем волшебный, очень хороший для вас результат. Тут напрямую будет зависеть, ну, если не от вашей лояльности, то как минимум дипломатия. Все решают люди. Может быть, и приходит, знаете, это как завершение какой-то прошлой ситуации. Тут в любом случае какая-то прошлая ситуация закончится. Другой разговор, в каком ключе, в каком качестве это произойдет. Ну, и, может быть, вы что-то и не можете как бы просчитать, да, наперед, как поведет себя человек, или банально, в каком будет настроении. Как ни крути, настроение очень часто оказывает влияние на переговоры, диалоги какие-то, даже деловые, почему нет. Но если один не сдержанный, то, может быть, и вам придется держать марку. Я такое тоже могу допустить, но это окончание и начало нового. Все равно, в любом случае, какой-то новый жизненный этап, который требует совершенно другого подхода, других каких-то методик, технологий, вашего даже отношения. Вот будьте внимательны к этому. Ладно, личная жизнь, любовь. Смотрите, а вот на личную жизнь, правда, не случайно у вас туз кубков. В этой колоде карт карта называется «Дорога к свету». Волшебный свет, ну вот как высшие силы вам освещают путь, куда нужно следовать. Слушайте подсказки собственной интуиции. И интуиция – это ведь не ненужная философия, это как высший разум. Интуиция или интеллект где-то, да, интуиция – это, в принципе, тандем и интеллекта, и пережитого уже опыта. Когда мы точно знаем, чего мы не хотим, куда мы больше не пойдем, да. Но есть еще и вот это высшее знание. Это не шаблон сознания.
Сознание – это наша привычка. И часто нам сознание дает такую путаницу. Это на самом деле. Мы часто говорим «разум» и думаем, что разум – это как раз про сознание. Нет, сознание – это действительно привычка, а разум – это нечто большее. Это как раз ближе к интеллекту. А сознание – это как программа, мои дорогие, в компьютере, да? И вот что мы заложили нашим опытом, нашим поведением, нашей сферой деятельности, вот все то, что мы пережили, да, это своеобразная такая программа существует. А если новой программы нет, то сознание в силу привычки нам будет давать каждый раз ту программу, которая была уже как будто обкатана. И что самое неприятное, скажем, да, если уже мы так размышляем, что такое сознание, а, нам может предложить тот же самый вариант, когда заведомо с минусом, потому что так работает сознание. Мы теперь многие моменты, такие постулаты пересматриваем, как и с новыми цифровыми технологиями. Раньше бы мы отмахнулись, сказали, а нет, это ерунда, сознание это по-другому. Теперь мы рассматриваем именно эти альтернативные варианты, чтобы лучше понять самих себя, почему иногда у нас не работает какая-то наша стратегия и тактика. Тут не все на уровне сознания, повторяюсь. Вот для вас, понимаете, ведь это 20-й старший аркан, и это какой-то новый путь. Нам даже говорят, не оглядывайся назад, понимаете? Поэтому действовать как-то нужно по-новому. Обратите внимание, свет, где вот этот вот, да, божественный коснулся буквально земли, и сквозь снег прорастают цветы. Девушка идет босиком, она не чувствует холода. Ей уютно, хорошо, комфортно. И если мы скажем так про реальность, это нереально, а на самом деле – мы еще многое не знаем, что на самом деле реально, согласитесь. Вот такой какой-то сложный, но хотя это всегда карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Возможности у вас, мои дорогие, есть. А вот какие вы методы изберете, зависит от вас. Я бы сказала, что, ну, явно не время конфронтации. Даже если вы с чем-то не согласны, да, вот первая карта семерка жезлов, то тогда не закрывайтесь. Настройте себя на диалог, причем в каком-то новом ключе. Будьте, ну, аналитиком и наблюдателем одновременно, чтобы понимать, для чего вам судьба, может быть, дает какую-то возможность. Или вообще в этот период, как октября, так и ноября, как события, новости, люди, если они появляются в нашей жизни, на пороге на нашем, это не случайно, поверьте. Это будет зачем-то, то есть вам этот контакт нужен. Или зачем-то вас судьба столкнула с этим вопросом. Поэтому вот быть прозорливой, как будто на пару шагов вперед, это хорошая практика. Потому что мы же люди, правда, посмотрели, подумали, ай, мне это сейчас не надо, какая-то белиберда. А кто-то взял и согласился. И из этой белиберды сотворил шикарный проект с последующим каким-то вау-шедевром. Может быть такое, сколько угодно. Вы как раз по альтернативным решениям великие профи, мои дорогие. Поэтому, ну, не ставьте перед собой шаблонов, но и наблюдайте. Вот смотрите, по деньгам. По деньгам тут надо быть аккуратно. Сфера финансов, семерка чаш. Всегда ведь эта карта, ну, немножко с иллюзорным успехом. И тут эмоции будут приятные, нам об этом сказали, но контролировать придется. Может быть внимательнее к деньгам. И, кстати, не отложить что-то на потом. Здесь будут приятные эмоции в том плане, как хорошее настроение. И может создаться иллюзия, что так будет всегда. Может быть, вы получаете даже деньги буквально. Кто-то получает гонорар, какую-то итоговую сумму, кто-то из вас большую сумму получает, может быть, та, которая именно вот вами заработана, но по каким-то причинам ранее не получена. Должна была прийти, но не пришла. Или вы должны были получить, но почему-то вам эти деньги не дали, не вручили. То есть тут вот самые разные такие моменты. Вот тут я могу сказать, что как будто даже правда восторжествует, да, все-таки 21-й старший аркан. А мы можем замечтаться, что теперь могу расслабиться. А ведь ни одна карта не говорит о том, что ты можешь расслабиться, Водолей. Наоборот, я уже говорила, аналитика, внимание, что-то продумывать, работа интеллекта и подсказок собственной души. И, кстати, на финансы это отдельный вопрос.
Будьте внимательны. Снова нам про победу. Посмотрите, у вас возможности шикарные, понимаете? Но чтобы эта победа не превратилась в первую победу. Ведь вот в таком сочетании, когда выпадают карты, мы можем подумать, что, ну, условно, знаете, теперь мы как и бог, и царь, и воинский начальник. Или какая-то ситуация, она у нас будет продолжаться бесконечно. Или словно высшие силы сегодня помогают, будут помогать и завтра. А вот эта мадам с косой, она говорит, нет, этот период, он тоже имеет свой временной промежуток. Поэтому вам тут нужно что-то очень правильно просчитать. Может быть, увидеть то, что именно и находится в складках между светом и тенью. И от противного, а если будет что-то меняться, вот задать себе такой вопрос. А если внешняя обстановка меняется? А если люди, с которыми были договоренности, как-то, опа, и финт какой-то устраивают? Что я буду тогда делать? Вот тут надо, наверное, знаете, на разные варианты себе просчитать. Вот правда. Вот эта семерка жезлов как раз и говорит. Думай, где ты будешь открывать вот эти двери. Или вот этот грот, да? Это ведь место нашей безопасности, по сути дела. А перед кем ты это будешь закрывать? И в какой манере. Но я так вижу, что вам взаимодействовать. Это будет хорошая практика. Кто знает, сегодня не получилось договориться, но если вы расстались в таких, ну, на дружелюбной ноте, то у вас всегда на 1000 возможностей больше завтра просто начать этот диалог и сказать «здравствуйте» и продолжить, правда? Это намного проще, нежели мы как в какой-то конфронтации. Подумайте, такой тонкий нюанс, потому что у вас волшебное время, мои дорогие водолеи. Нужно только правильно, с каким-то новым подходом, может быть, тонким подходом, решать эти вопросы и предвидя на пару шагов вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. Я благодарю за ваши комментарии, за вашу искренность и доброту. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.